Раз, два, три, базовички. Это продолжение предыдущего видео, где я достаю контент из альфа-версии Generals 2. Но в этот раз я покажу вам, как достать солдат, потому что персонажи — это вообще отдельная история. Здесь нужно по-другому вообще работать. Тут немного сложнее и замутнее. Пока, не скажешь, не догадаешься сам. Смотрите. Как достать весь транспорт или все здания, это в предыдущем видео, там полный гайд по этому. Сегодня я вам расскажу только о персонажиках, потому что персонажи реально по-другому достаются, в отличие от транспорта или зданий. Сегодня я вам покажу на примере азиатской Woman. Итак, она называется у нас Команда, это специальный юнит. Вот ее текстуры, вот она сама. Смотрите, как, кстати, развернуто все в квадратике по уму. Если в прошлый раз мы работали с такой штукой, как Mesh, именно вот с этой припиской, то с персонажами у нас будет Skin Mesh, то есть Skin Mesh, кожа там, не знаю. Вначале я просто выделяю это имя, чтобы создать папку, куда я запихну вот этот файл. Просто копирую его, вставляю, сразу же удаляю лишнее из имени вот так. Ctrl-C, Ctrl-V для чанка. Сразу же удаляю копию и меняю здесь на чанк. Чанк. Окей. Да, применяем. И еще раз Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы был резервный файл, если я в основном чанке ошибусь, что-то не то удалю, потому что и шаг назад не откатывает. Так, зайдем в Max, просто покажу, в чем ошибка. Вот заходим в Tools, опять этот скрипт, в первом видео он есть, я показываю. Для примера я покажу галашников, которых я в первую очередь пытался достать. Rebel Soldier. Вот у них папка Mesh, вроде то же самое, как здание и транспорт, но когда я с ним работал, здесь я не хочу применять иконку, хопа! Отработал, все, ничего нету, а где все приколы? И это ошибка, я думал, что за хрень вообще? Оказывается, нужно все делать по-другому. Возвращаемся к азиатской Woman команда, идем в чанк. Снова запускаем Hex Editor через правую кнопку мыши. Все, он запустился. Здесь у меня запущены предыдущие чанки с SKN Mesh, где я пытался понять, отследить разницу, правильно, неправильно, потому что мне подсказали как. И смотрите, как это делается. Ищем у нас слово, вот ориентировочное слово GBPS. Потом идут вот эти символы. Вот это правильно. Это здесь нужно уже не надо удалять, нужно оставлять. Вот тут, где знак больше, вот это место нужно будет сейчас удалить. А вот это, здесь граница, здесь оставляем. Сейчас я более детально посмотрю, где нужно удалять, где нет. Прям тонкий момент такой, нужно посмотреть его. Слава яйцам, получилось. Блин, за минут 15 сидел, пытаясь найти. Короче. Так, заходим в наш чанк через Hex Editor. Ищем ключевое слово GBPS и удаляем еще раз 2 строчки от него вниз, от вот этого слова. Идем вот так вверх, удаляем, сохраняем. В 3ds Max включаем утилиту и импортируем наш чанк. Готово. Вот и все. Так что от этого слова нужно отступать всего вниз 2 строчки, и тогда мы сможем достать персонажа. Вот другой пример, где здесь тоже GBPS, но оно в едином целом слове. Относительно этой строчки в 2 раза низ. Если в предыдущем файле слова PS были на вот этой строчке, то относительно их на 2 строки вниз спускались, то в этом случае просто 2 строки относительно целого слова. Короче, какая-то вот такая магия, не знаю. Но в общем, начиная с этого момента, просто 2 строки вниз от слова. Даже если оно пересечено, тогда вот 2 строки будут вот так. Надеюсь, вы поняли. Все, и от этого момента просто берем вот так и удаляем все вверх. Так что вот так достаются персонажики. На этом все. Вот она, великая китайская армия и ее солдаты. Очень много разных персонажей прикольных. Очень жалко, что игра похерилась. А так да, прикольные китайские бойцы, есть еще Европейского Союза и GLA-шные. Так что вот таким образом достаются все персонажи. И этот метод отличается от того, как мы достаем военную технику. На этом все. Скоро я выложу все картинки на Pinterest. Ищите, короче, в моих соцсетях описание, где находятся эти картинки. Всем пока.